На этом уроке поговорим еще о одном виде величин, которые будут очень часто встречаться в задачах по физике. Дело в том, что существуют такие понятия, как скалярные величины, то есть как величины, которые не имеют направления, к ним можно отнести объем, площадь, плотность, длина, и величины, которые имеют какое-то направление. Отнести, например, направление скорость, силы. Мы будем встречаться с этими величинами и будем их каким-то образом обрабатывать. Но сейчас мы посмотрим, каким образом можно работать с этими величинами, которые имеют свое направление. Обычно это называют векторные величины. Для этого рассмотрим такой простой пример. Как они взаимодействуют, эти величины. Если у нас есть речка, и вода в ней на какой-то момент стоячая, то есть реально вода не движется. И лодка переплывает с одного берега на другой. Лодка переплывет практически напротив того же самого места, откуда она начинала. Вот с точки А в точку Б. Это если вода не движется. Движется с какой-то скоростью. Естественно, эту лодку снесет в том направлении, куда движется вода. То есть она попадает не в точку Б, если движение речки идет в этом направлении, а попадет в какую-то другую точку С. Под углом к тому месту, где она собиралась прибыть, если бы вода не двигалась. Фактически движение лодки обусловлено двумя направлениями. Собственной скоростью, которой она движется, и скоростью речки, которая ее передвинула на какое-то определенное расстояние. Если рассматривать это с точки зрения величин, которые имеют направление, то для этого существует целый большой курс, который называется векторная алгебра, но мы из этого курса возьмем некоторые примеры. Здесь, конечно, не будем брать, а то, что нужно для того, чтобы решать эти задачи на этом начальном уровне. По мере продвижения будем разбираться с этим немножко больше, будем брать примеры, как берем примеры из алгебры, как берем примеры из геометрии и так далее. Если у нас лодка движется с какой-то скоростью v лодки и есть направление движения реки, скажем, v реки, то лодка будет принимать относительно точки А, будет принимать участие под воздействием вот этих двух скоростей. Каким образом получить результирующую скорость, если мы хотим видеть, под каком направлении она будет движется? Для этого нужно сложить вот этих два вектора. Как векторы складываются? Дело в том, что каждый вектор имеет начало и имеет конец. Начало, как правило, обозначается точкой, конец обозначается обязательно стрелкой, который указывает направление. Этот вектор, вот его начало, вот его конец. Для того, чтобы получить результирующую скорость, по которой будет двигаться лодка в данном примере, необходимо к вектору скорости лодки прибавить вектор скорости реки. Как это сделать? Это делается таким образом. К первому вектору, к его концу, прибавляется начало вектора второго. Если они расположены где-то далеко друг от друга, необходимо его параллельно перенести так, чтобы точка N второго вектора совпадала с точкой К, с точкой конец первого вектора. То есть мы вот таким образом переносим это. Если это у нас вектор лодки, v лодки, она движется какой-то скоростью, а вот это v вектор речки, то результирующая скорость, которой будет двигаться лодка, будет выглядеть вот таким образом. V пишем результирующий. Практически результирующий вектор получается, если перенесли мы два вектора, совместили вот таким образом, что начало второго вектора ставим конец первого вектора, то результирующий вектор будет идти от начала первого вектора до конца второго вектора. В алгебре будет это видеть таким образом, что можем сказать v результирующая векторная величина равна v лодки векторная величина плюс v речки. Тоже векторная величина. Обратите внимание, что просто арифметическим числом значение v результата скорости мы вычислить не можем, а нужно применять тут уже несколько другие значения. Немного будем позже смотреть. Но реально я просто сейчас хочу показать, каким образом делается сложение вот этих двух скоростей. Пример: первый вектор прибавить второй вектор. Как пример, хочу сказать о том, что каждый вектор имеет свое направление, и вот его начало, и вот его конец. То же самое можно сделать, если, например, вектор нужно какой-то умножить. Если у нас есть вектор, он имеет вот такое направление, скажем, пусть это будет вектор А. Мы хотим его умножить на 3 или на 2. Мы должны увеличить его в 3 раза и сохранить то направление, которое он имел раньше. Обязательно то направление, которое имел раньше. Как примеры можем показать, что еще при складывании, каким образом это все делать, в более укрепленном варианте. Если у нас вот этот вектор есть А, скажем, и есть вектор Б, мы складываем его. Вот этот вектор А имеет свое начало, вектор А имеет свой конец, B свое начало и свой конец. Тут будет результат вектор С вот таким образом выглядеть. С равен вектор С, в данном случае в векторном виде. Это вектор А прибавить вектор Б. Причем независимо, если мы даже поменяем их местами, все равно вектор С будет иметь такое же точное направление. Для этого можно убедиться. Посмотрите, если мы вектор Б перенесем вот так, вот это вектор Б, вот его начало, вот его конец. Мы прибавляем вектор А.
вот вектор А начало, вот его конец, то вектор С будет выглядеть вот так. Можно получить и разницу этих векторов, если это будет необходимо. Например, если вы хотите получить значение из вектора С, получить вектор А, С минус Б равно вектору А. Здесь видно, каким образом это дело строится. Строятся два вектора с одним началом, и от того вектора, который отнимается, строится вектор результата. Вот результирующий вектор, который уменьшается, первый вектор, должны совпасть вот этими стрелками. Несколько примеров для того, чтобы было понятно, как эти вектора, например, работают. Давайте посмотрим, как будет выглядеть вектор С, к которому мы будем прибавлять два вектора А, вектор А прибавить вектор Б. Если у нас есть вектор А, я не буду в очередной раз говорить о начале и конец, это все будет подразумеваться. Начало это будет вот такая точка, а конец будет обязательно стрелка. И вектор Б. Его начало, его конец. Для того, чтобы провести вот эту операцию графически сложить, мы должны сначала отложить вектор А. И начало вектора Б будет начинаться вот с этой точки, с конца вектора А. Мы перенесли вектор Б параллельно сюда, мы получили вот результирующий вектор. Результирующий вектор С, я немножко его спущу вниз, но во всяком случае он будет начинаться здесь, заканчиваться здесь, он будет иметь вид вот такой. Это будет результирующий вектор С. Другой пример. Если у нас вектор А имеет такое направление, например, вот его начало, вот конец, а вектор С имеет вот такое, вектор Б имеет вот такое направление, наоборот, его начало, конец. Процедура выполняется точно так же. Сложение. Мы берем вектор А, вот начало вектора А, мы должны конец вектора А совместить с началом вектора Б, то есть в эту точку, и потом отложить вот здесь вектор Б. Результат будет от начала вектора А до конца вектора Б. То есть мы имеем вот такое значение С. Вектора С. То есть вектор С будет, естественно, меньше. Вот его начало, вот его конец. И как пример, дело в том, что вектора могут иметь разное направление. Вектор А имеет вот такое направление. И вот его начало, вот его конец. А вектор Б имеет вот такое направление. Работаем по такому же точно принципу. Вектор А берем вектор А, его начало, вот его конец, вектора А, конец. И параллельно переносим вектор Б, откладываем его в начало вектора Б, вот это, ставим конец вектора А, и вот мы его отложили, вектор Б. Результирующий вектор С будет у нас начинаться в начале вектора А и заканчиваться в конце вектора Б. Вот он. Получается. Кроме этого, я еще хотел бы обратить такое внимание ваше, что в физике очень часто происходит разложение вектора по каким-то определенным координатам. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Я нарисую координатную ось, пока только первый квадрант. Это ось X, это ось Y. И нарисуем вектор, который существует, пусть он будет вот так направлен. Вектор А. Этот вектор можно заменить двумя составляющими. Ну, можно больше, во всяком случае. Мы можем заменить двумя составляющими, которые разложим этот вектор по координатам. Как это делать? Опускаем перпендикуляры на ось X и опускаем перпендикуляр на ось Y. То есть действие вот этого вектора можно заменить двумя векторами. Вот размер этого вектора. Один будет по координате Y, напишем AY, а здесь будет AY, а вот этот вектор будет AX. Действие этого вектора можно заменить действием двух этих векторов. Если у нас есть два вектора, например, один вектор AX по его величине, и где-то другой вектор AY. Для того, чтобы получить результат действия этих векторов, нужно их сложить оба. В конец вектора AX мы должны поставить вектор AY. Получаем тот же самый вектор А, результат. Это y, это x. Действие одного вектора можно заменить действием двух векторов. Как говорится, разложить по координатам. И такие способы изменения действия вектора будет часто встречаться в физике, поэтому мы должны к этому быть готовы и понимать, как это дело происходит. Мы заменяем действие одного вектора действием двух векторов. Кроме величин, которые мы сейчас разобрали, метры, секунды, градусы, дополнительно ввели понятие элементов, которые имеют направление, которые можно изобразить каким-то определенным образом уже с направлением. О их величинах будем говорить позже, а пока просто поговорим о направлении.